Для многих любителей музыки международный конкурс эстрадной песни «Евровидение» занимает далеко не самое последнее место, превратившись в ежегодную традицию. И каждый раз конкурс буквально насыщен талантом, харизмой и оригинальностью участников. В преддверии юбилейного 60-го по счету выпуска норвежский исполнитель с белорусскими корнями, триумфально выигравший Евровидение 2009, приезжает в города Беларуси с целью вокального кастинга. Покорят ли гродненки своим певческим дарованием норвежского гостя? Сейчас выясним. Думаю, у многих в памяти сохранилась победа Александра Рыбака в 2009 году. Как вы думаете, возможна ли победа в конкурсе Евровидения только уже под руководством данного исполнителя? Конечно, возможно, так как он очень хороший артист, я считаю, и достоин, чтобы продвинуть кого-то еще выше и показать в своей режиссуре, продвинуть на эстраду. Ваш сегодняшний день можно ознаменовать как вокальный кастинг. Сколько вообще конкурсов за вашими плечами и приходилось ли вам ранее участвовать в подобных мероприятиях? Да, мне приходилось ранее участвовать в подобных мероприятиях. Я участвовала, например, в телевизионных проектах, как «Поющие города», «Новая волна», и участвовала также в различных конкурсах не телевизионных. Была лауреатом также многих конкурсов, поэтому за моими плечами довольно много конкурсов. Ну и учитывая такой богатый опыт, волнение все-таки оно присутствует или так более сдержанно вы себя чувствуете сегодня? У каждого нормального человека должно быть волнение хоть чуть-чуть. Если у человека нет волнения, значит для него этот кастинг ничего не значит. У меня присутствует волнение, не так, конечно, не такое большое, как в первые кастинги и конкурсы, но оно есть. Какими в первую очередь вы руководствуетесь критериями при отборе участниц? К примеру, они должны иметь музыкальное образование или достаточно просто приятного тембра голоса? Не обязательно музыкальное образование, но музыкальный опыт – это очень важно, потому что Евровидение – это масштабный конкурс. Нужно не только быть талантливым, а еще не поддаваться нервам. Очень много качеств нужно. Я не хочу сейчас всех перечислять. А так я довольно открыт, когда я прослушиваю всех девушек. Но я всем участницам говорю, что, может быть, даже самая-самая-самая талантливая девушка не пройдет, потому что у нее голос совсем слишком отличается тогда от других из группы. Такой вот жестокий шоу-бизнес. Или она слишком по-другому выглядит. Понимаете? Или она слишком высокая с другими, или слишком низкая. Всегда группу нужно находить как... Что-то среднее. Да.
человек, который только что успешно пережил кастинг. Как считаете, Александр Рыбак строгий судья? Мне очень понравилось вообще, так как он себя вел, и мне очень понравилось выступать. Я чувствовала себя как дома, в домашней обстановке. Не было абсолютно чувства, что это кастинг или какое-то строгое жюри сидит. Мне он очень понравился. Не совсем как-то тепло, и так уютно и классно. А вообще, в целом, как эмоции? Ну, довольна ли ты собой? Ну, сначала меня, конечно, просто внутри ураган такой, просто бешеный. Как выходишь на сцену, он тебе говорит привет, и как-то все само так расплывается. Ну, в принципе, я довольна, да, что я сделала. Если поговорить на чистоту, что вас мотивировало сюда прийти? Сумасшедшая погоня за славой и признательностью слушателей или просто творческое самовыражение? Творческое самовыражение, конечно же, и работа какая-то новая, еще неизвестная для меня. Если все получится, конечно, это будет великолепно. Основным из условий конкурсов является наличие фольклорной фонограммы. Музыку в каком жанре вы более предпочитаете исполнять? Какая она вам более близка? Эстрадная, фольклорная или же, может, джазовая? Я не знаю. Мне нравится всякая музыка, но я пою в академическом хоре и пою в академическом ансамбле, и это как бы мне стало чуть каким-то препятствием к выступлению, но все разрешилось, и надеюсь, что я сегодня покажу хороший результат. А какой у вас, если не секрет, репертуар сегодня? Я буду петь Полину Гагарину «Шагай» и песню, народную русскую песню, которая поет Пелагея «Ой, да не вечер». Для вас исполнение каких композиций более близко? Это эстрадные песни, фольклорные, джазовые? Ну, вообще, на самом деле, фольклорные, наверное, потому что я как бы пела народные песни, и мне говорили все время, вот, получается, хорошо, как бы. Я думаю, что, наверное, Александр Рыбак что-то хочет очень интересное сделать в плане, ну, какой-то номер интересный поставить, то есть с народной манерой пения. У суботу Янка ехал раки, под вербой Алена мыла рушники. Милая Алена, я ж воды боюсь, поцелуй спочатку, бо я утоплюсь. Неплохо. Смотри, когда у тебя голос срывается, так не надо это показывать всем телом. Ты должна скрывать это на сцене. Какой должен быть идеальный образ исполнительницы, уже если говорить про вокальные данные и про внешние данные? Вот как вы видите свою группу, какой вы ее видите? Ну, я хочу сделать типа такой подарок моей родине, что я хочу показать Беларусь именно вот искренне, так как мы и есть. Не подделываться ни под Испанию, ни под Англию, ни под Америку. Мне хочется показать Европе вот этот микс современности. Есть такое слово современность? Современность, конечно. Вот Минск и вообще весь Беларусь — это очень довольно современное место, хорошая инфраструктура, но мы не забываем наши корни. И это я хочу показать своей песней. Она такая заводная, но с фольклорными элементами. Степь
Каковы ваши ощущения после самого кастинга? Как вы себя ощущаете? Выложились ли вы на все 100% или все-таки волнение где-то сказалось в роли фальшивой ноты? Волнение сказалось, но не в роли фальшивой ноты, а скорее всего в том, как ты чувствовал себя на сцене. Все-таки волнение играет какую-то роль, но мы же всегда волнуемся, когда выступаем на каких-либо концертах, кастингах, конкурсах, поэтому нужно держать себя, уметь в руках и сконцентрироваться. Ну, вы считаете, что вы справились сегодня или все-таки хотелось бы лучше? Ну, конечно, всегда хочется лучше. Не бывает такого. Например, у меня не бывает, чтобы я была полностью совершенно с собой довольна. Александр Рыбак сам являлся инициатором данного кастинга? Да. Саша хотел проехать именно по всей Беларуси, максимально забрать большее количество городов. Я ему предлагал сделать просто это в Минске, с тем смыслом, что все желающие могут приехать в Минск. Но он изъявил желание именно проехать по всем городам, посмотреть Беларусь, посмотреть ребят и дать возможность не у всех есть возможность приехать. Там надо купить билеты, где-то нужно жить, останавливаться, питаться. И он говорит, я хотел бы, чтобы это был более социальный проект, чтобы ребята даже не все там благополучные, не все богатые могли приехать, а чтобы там любой мог прийти на кастинг, поэтому мы максимальное количество городов. А как вы думаете, подобные кастинги поспособствуют тому, что Беларусь начнет занимать более высокие места уже непосредственно на самом конкурсе Евровидения? Дело не в кастингах. Дело в идее, на самом деле, да, и дело в этом опыте, который нам могут дать опытные ребята, да, из Евровидения. Я, допустим, считаю, что у Александра очень большой опыт в Евровидении, и этот опыт, который он может дать нашей стране, да, этот опыт бесценен. Он знает, что такое победа, он знает, что нужно публике в Европе, он знает, что такое Евровидение, и только этот человек может этим опытом поделиться. Поэтому это круто, когда есть такая возможность. Это круто. Как вы ощущаете себя уже, можно сказать, в роли наставника, учителя и мэтра в какой-то степени? Как вам это? Знаете что, у меня... я вижу, что я отличаюсь от многих других артистов и от многих других людей в этом бизнесе, потому что у них очень такие хорошие периоды, у них все в системе, что в этом году я в туре там в Азербайджане или так, да, а во втором году я буду больше заниматься как продюсером, а я всегда, когда мне уже было 12 лет, я хотел заниматься и менеджером, и скрипачом, и певцом, и всем. Ну, мы живем же только один раз, и если я чувствую, что у меня есть какая-то идея, я хочу ее... Помоги мне, я ее хочу... Воплотить. Воплотить? Да, создать, Понятно. сделать ее. А чем я буду воплотить? Рублями? Ну, не Подожди. знаю. Или оплатить? Воплотить. Воплощать в жизнь. Видите, что я все время новые русские слова учу.
Получается, через тернии к звездам пробираются гродненские исполнительницы, чтобы впечатлить своим голосом и мастерством основного судью Александра Рыбака. Как бы там ни было, одно известно наверняка – выбор ему предстоит довольно сложный и трудный. Увидим ли мы уроженок Гродно на сцене Евровидения 2015, покажет время. Однако уже сейчас мы можем не сомневаться, что шансов для этого предостаточно. И пусть музыкальная сказка надолго пребывает в ваших сердцах.